Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Если честно, я думала, что в этом месяце уже хобби-влогов не будет, но раз уж так получается, то вообще хорошо. Предыдущий влог был из Питера с дачи, ну а я приехала, мне есть что показать, поэтому давайте приступим. В прошлом влоге я показывала вам советскую раскраску 86 года. Я просто ищу несколько раскрасок, и одну из них мне удалось найти. Я очень порадовалась и, конечно, с радостью ее приобрела. Но у меня есть еще две раскраски, которые я очень хочу. Одну из них вообще пока не нашла, а вторую нашла в формате, ну, в общем, распечатать. Я не люблю распечатки, мне это не нравится, но причем особенно применительно к этим советским раскраскам, потому что они у меня все, вот эти три толстые классные раскраски, они у меня были. Вот, ну и я рассказывала, что поскольку мама могла мне печатать неограниченное количество всех этих листочков, то мне как бы и не разрешали раскрашивать непосредственно в книжке. При этом делали огромное количество распечаток к серии. Вот. Ну а потом эту раскраску подарили, поэтому вообще я принципиально не хотела, чтобы у меня была тем более распечатка, но поскольку ничего другого сейчас нет, то придется довольствоваться этим. Тем более, знаете, как-то все совпало, потому что мне подарили принтер. У меня он как бы есть, цветной принтер, но я им крайне редко пользовалась, и, соответственно, нужно постоянно прокачивать вот это вот все. Вот у меня тут даже бутыльки стоят с этими, заправлять картриджи с краской. Ну, в общем, я не очень с этим люблю заморачиваться, а так получилось, что мне друг подарил принтер черно-белый, довольно шустрый, ну и вообще очень экономичный. Ну, я решила, раз уж так совпало, да, и еще мне подарили советскую бумагу. Понимаете, все так символично сложилось, и я подумала, ну, вообще классно, то есть получится, что я, как и раньше, буду на распечатках раскрашивать, на советской бумаге, это прям вообще полное погружение, как говорится. Ну, давайте покажу, это раскраска, значит, там 96 листов, бумага, повторюсь, советская. Вот. Ну и вот здесь сайт закрас.ру, где я нашла. Сразу говорю, просьба там не беспокоиться и не тратить ни свое время, ни мое, тех, кто очень к этому щепетильно и нервно относится. Поясню, так сказать, как оно обстоит дело, да. Если человек покупает какую-то раскраску официально и все дела, как была куплена эта раскраска когда-то, то я в некоммерческих целях, да, для личных своих нужд могу спокойно отксерить что-то. Потому что книга — это, грубо говоря, вещь, раскраска — вещь, и я могу не захотеть ее портить, при этом я хочу ее раскрашивать. Поэтому, если я не получаю никакой прибыли, то есть не продаю распечатку, то купив за деньги официальную версию, я для себя могу сделать ксерокопию, чтобы не портить эту самую вещь. И тем самым я ничего не нарушаю. Поэтому в моем случае с этим все в порядке. Во-вторых, эти раскраски, ну, вообще, я не помню, были ли они советские, или же это страны СНГ, что-то в этом роде, не помню. И, точнее, даже не знаю, вроде такой информации не было на раскраске представлено. Мнения у людей по этому поводу разные, но так или иначе, раз оно выпускалось у нас, потому что это именно было не откуда-то привезено, а покупалось у нас, то выпущено это на деньги советских граждан, налогоплательщиков, ну и так далее, и так далее.
Так что, опять же, имеем полное право в некоммерческих целях. Далее, следующий момент, что эту раскраску пока никто не решил переиздавать. Вот. А поскольку ее никто не переиздал, извините, я не собираюсь ждать и отказывать себе в удовольствии что-либо раскрашивать. Вот. Здесь я довольно так бегло вот так вот пролистаю все это, а потом сниму обзор. Вот. Ну, вступление у меня по этому поводу было довольно длинное, но у нас есть нервные личности, да, некоторые нет. На самом деле, когда нарушают авторские права, вот, кстати, обложка этой раскраски, вот такая вот. Когда нарушают авторские права, здесь попала немножко грязь, потом эту проблему устранили, но я не стала перепечатывать, я не вижу в этом никакой необходимости, хотя как бы бумагу я не жалею. Раскраска была, по-моему, с двусторонними иллюстрациями, но я считаю, так уж раз я начала печатать, смысл мне делать с двух сторон печать и отказывать себе в удовольствии красить тем, чем мне нравится. Хотя большая часть будет раскрашена карандашами, но все же, вот посмотрите, какие замечательные иллюстрации, такие классные, добрые. И да, мне потом друг подсказал, что в принципе, если по полной программе картридж использовать, то мне его очень надолго хватит, а если включить режим эконом, вот как здесь, например, где более бледный контур, то тем более. А поскольку все равно частенько контур я закрываю, да, белой ручкой, то это вообще просто супер. В общем, где-то здесь было по полной программе чернила использовались, где-то как вот здесь. Вот, ну, посмотрите, какие замечательные, добрые, милые иллюстрации. Вот здесь вот был включен режим, ну, в общем, экономичный режим. Так что потом я все это вставлю в какую-то папочку. Тут у меня все не по порядку, я даже не знаю, как оно по порядку, я не помню. Дальше покажу еще одну распечатку. Опять же, просьба не беспокоиться очень нервных, потому что вот эта раскраска Ижу, понятно, я ее купила на Алитресе за деньги, вот, за 109 рублей, собственно говоря, PDF-ку и распечатала. Ну, а PDF-ку и покупают, как вы понимаете, чтобы распечатать. Так что все, так сказать, кто должен, получит с этого денежку. Так что, опять же, никакого нарушения здесь нет. Это первое. И второе, раскраску очень сложно найти сейчас, поэтому даже если бы я бы не нашла электронную версию, я бы нашла, где ее скачать бесплатно. И в этом случае я бы тоже ничего не нарушила, потому что я имею полное право раскрашивать, что хочу, а если издательство никак не может вот это вот переиздать, ну, простите. Вот, но в данном случае я за это заплатила деньги. Я это все, наверное, так вот обрежу. Скажу честно, я ее давно и очень сильно хотела, но, наверное, если бы я посмотрела повнимательнее обзоры, скорее всего, приобретать не стала бы. Скорее нашла бы бесплатную версию и сделала бы себе пару-тройку картинок. И вы знаете, в принципе, мне кажется, вполне так можно делать. Потому что, ну, в конце концов, если над нами издательства издеваются, да, вот здесь у меня тоже так что-то получилось не очень хорошо, ну и ладно. Так вот, если над нами издательства, в общем-то, издеваются как хотят, да, в каждой раскраске и повторы есть и тому подобное, то почему бы не выбрать то, что нам нравится, а остальное, ну, как бы, опять же. Так, и еще я распечатала заодно несколько иллюстраций, тоже вот с сайта zakras.ru. Такие новогодние, вот эту вот еще такую. В общем, я распечатала 6 иллюстраций там, и одну я решила точно не буду раскрашивать, подарю там дочкам своей соседки, подружки. Вот, ну там еще какие-то, потому что где-то даже вот эта вот советская раскраска у меня получилась, там где-то листы в нескольких экземплярах, вот. Поэтому мне ни к чему.
А потом я еще поискала, нашла вот такую вот просто на просторах интернета. Я не знаю откуда, она мне просто понравилась. Ее, скорее всего, к зиме я раскрашу, а вот это я не уверена. Не знаю почему, то есть мне изначально понравилось, я что-то давно на них положила глаз, сохранила в телефоне. А вот когда распечатала, поняла, что я не очень это хочу раскрашивать. У меня было такое же с раскраской Creative Heaven по номерам зимней. Я думала купить ее, не купить. И решила скачать парочку страниц. Сходила, распечатала. И с трудом раскрасила одну. Я поняла, что совершенно ее не хочу красить. И остальные листы вот просто так болтаются где-то в папке, и я не пользуюсь. Естественно, раскраску я тоже покупать не стала. Собственно, вот такие у меня были новиночки, абсолютно для меня нестандартные. Я не знаю, если я найду в печатном варианте, то, скорее всего, приобрету и в печатном виде. Очень надеюсь, что найду еще одну раскраску из этой серии, но, судя по всему, даже их было 4. Вот потому что то, что я сейчас читаю где-то в форумах, какую-то информацию, я понимаю, что была еще как минимум одна раскраска, но это не точно. Ну и, конечно же, по традиции нужно, раз уж у меня эти раскраски появились, я их обязательно начну. Вот эти, например, я смотрю на них и я вспоминаю, что вот я, например, там в детском саду, помню, что-то раскрашивала, дома сидела. Но, кстати, это ничего не сохранилось. Вот именно не знаю, что я буду раскрашивать. Может быть, вот эту вот иллюстрацию, она мне прям очень нравится. Но, с другой стороны, розочки я и так много красила. Вот эту белочку определенно точно я раскрашивала. Может быть, ее возьму. Да здесь вот масса всего. Посмотрите, какая прелесть, какая вот милота. Я начну и обязательно вам все это дело покажу. Сейчас я определюсь. Ну, понятное дело, что зимнее я сейчас не буду начинать. Это уж точно. Как-то не очень охота. И нужно определиться, что будет у меня раскрашено в первую очередь здесь. Тоже не знаю. Сейчас посмотрю. Не, ну здесь есть прям очень милые, уютные иллюстрации. Но с другой стороны, мне хотелось бы вроде как сюжетное что-то. А с другой стороны, сейчас уже конец месяца, мне много чего надо доделывать. И я не знаю, буду ли я заморачиваться этим вопросом. Так что, может быть, что-то простенькое. Но, с другой стороны, здесь по-любому все такое сюжетное. Ну, вот это нравится. Вот эту я... Во-первых, она зимняя, во-вторых, я ее уже раскрашивала. Многим понравилось, как получилось такой. А вот, наверное, знаете, вот, наверное, вот это я и раскрашу. Сразу ее вот так оставлю. И, скорее всего, вот ее я буду раскрашивать не карандашами, а детской акварелью. Заодно посмотрю, как тут поведет себя бумага. Ну и, может быть, еще использую акварельные карандаши Vista Artista. И главное мне здесь не запутаться. Я уже по порядку все разложила. Ну, здесь пусть будет ромашка, поэтому... Листочки будут белые. Соответственно, надо все это оттенить голубым. Ну, одно хорошо, что если абы чего можно будет еще распечатать. Но, правда, если вот советская раскраска, она была просто в формате картинок, и как бы берешь и печатаешь, что хочешь, что с PDF-кой я что-то никак не разберусь. Ну, как бы, как распечатать единым файлом, да, что там друг за дружкой печать идет.
Это я разобралась, а можно ли там по отдельности, я не знаю, мне что-то это напрягло. Ну, наверное, можно, но, во-первых, я сидела, печатала с XP, с стационарного компьютера, мне как-то почему-то проще, хотя мне как бы на ноутбуке сделали программу, вот, а на XP почему-то у меня как-то, не знаю, я открывала файл, он у меня вырубался, я просто чудом успела нажать на печать. Так, ну здесь вот небольшие пространства. Я не знаю, наверное, буду сочетать и карандаши, и акварель. Карандаши я, кстати, механической точилкой советской точила в Питере. То, что у меня здесь механическая, но современная, а там у друга есть именно такая, вот как у меня когда-то в детстве была, такая металлическая, она основательная. Так, а что я? Наверное, я здесь листочки хочу тоже сделать какие-нибудь. Немножко желтого. А он мне говорит, хочешь, забери ее. Я говорю, да нет, буду приезжать и там пользоваться, чтобы свою не брать. И вот уж реально там крепление к столу прям намертво. То, что современное, он то и дело подкручиваешь ее. А та я уж даже подумала, что она просто приклеена. Я единственное не сообразила, надо было для вот этой раскраски все-таки современную бумагу использовать, а советскую поберечь еще на какие-нибудь издания. Ну, в принципе, у меня больше пачки. Одна целая пачка, прям еще в упаковке не распечатанная. Вот, и еще распечатанная есть. Ну, просто мне кажется, так интереснее, когда печатаешь что-то советское, прям, если хочешь погрузиться в ту же атмосферу. Вообще, наверное, было бы даже прикольно купить советские карандаши. Ну, при случае я и этим займусь, естественно. Ну, правда, я вижу в продаже именно советские, а то, что у меня-то были, мне кажется, импортные всякие карандаши тех лет. Ну и то, если задамся целью, мне кажется, найду. Я просто даже не знаю у некоторых марку. Ну, вот. Так, теперь нужно будет доставать свою совушку. Пойду налью воды. Я уже вернулась с водой. И сейчас попробуем, как же тут чего размывается. Ну, вроде как размывается. Не, ну все равно это, я думаю, бумага более современная, чем вот на той ретро-раскраске, которую я купила уже. Ну, полноценную такую раскраску. Вот. Там она прям вообще вся готова на части развалиться. Но мне все равно это очень-очень нравится. Хотя, конечно, если бы сохранились именно у меня раскраски, если бы я еще в них раскрашивала, или хотя бы вот эти распечатки бы там сохранились, было просто прикольно сравнить, как я раньше красила и как сейчас. Не, ну,
Ну и понятно, я особо так и не старалась. Понятно, чисто по-детски раскрашивала. Так, ну и, наверное, надо уже взять акварель. Так, ну с обратной стороны вот так вот все. А с другой стороны, почему обязательно детскую акварель, если иллюстрации односторонние? Чего бы тогда не использовать взрослую? Ну, я имею в виду в кюветках. Все равно детская. Как мне кажется. Ну что, я хочу взять серый, такой светло-серый, для ножки. Я не знаю, какого цвета буду делать шапку. Коричневую шляпку или же, может быть, оранжевую сделать, типа как подосиновик. Как его изобразить? Да, наверное, без разницы. Подосиновик или подберезовик. Да можно и, наверное, как белый сделать. Наверное, что-нибудь такое стандартненькое. Сейчас посмотрим. То сейчас еще не подберешь. Не подберу правильно оттенок. Вот будет весело. Меня еще на даче комары покусали. И я вообще в Питере за долгие годы впервые встретила столько комаров. Никогда раньше там такого не было. Ну, я, по крайней мере, подобного безобразия не встречала. Так, наверное, я все же рискну сделать вот такую вот шляпку. Не знаю, на что будет похоже. Но мне хочется использовать именно вот такой цвет. В теории, конечно, можно, наверное, напечатать уже и что-то на акварельной бумаге распечатать. Кстати, надо попробовать. Я вот думаю, может быть, то, что вот эта советская раскраска, какие-то иллюстрации, которые мне, допустим, понравятся особенно. Может быть, взять акварельную бумагу и на ней все это напечатать. Не знаю. Тоже можно попробовать. Даже интересно. Потому что у меня вот есть прям несколько картинок, которые, ну, настолько мне нравятся. Хотелось бы что-нибудь там не только карандашами. Что-то как-то не заладилось у меня. Но вообще эффект, я думаю, здесь будет то, что надо. Может быть, вдруг немножко, если бумага так подскатается. Ну, хотя кисточка очень хорошо скользит. Вот, но получится прям такой нужный для шляпки эффект. Наверное, нужно еще какой-то цвет взять. Ну-ка.
Вот этот может быть. Не хочется мне еще несколько пеналов доставать. Да нет, вот это вот нормально сочетается. Вот. Ладно, потом посмотрим. Пусть подсыхает, и вопрос, какой цвет мне сюда взять. Что я здесь его не вижу. Мне нужен какой-нибудь... Да нет, это будет явно не то. Мне нужно лавандовый серый. Но с другой стороны, такой сказочный сюжет. Можно и пусть так будет, какая разница. Все же может быть, правда? Ну, в общем, как-то так. Ну и во второй раскраске я выбрала вот эту белочку. Начну ее раскрашивать акварелью, а потом буду дорабатывать карандашами. Так, с обратной стороны, ну, в общем, ничего не протекает, кстати говоря, только бумагу вот повело. С водой я не мелочилась, так что бумага даже оказалась очень такой неплохой, как мне кажется. Вот, но я точно буду дорабатывать карандашами, уже вижу где. Ну, просто именно подложку такую сделала, так как проще. Вот. Но я использую здесь 3 цвета, вот то, что использовала на грибочек, и еще там темно-коричневый вот такой вот цвет. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.